Добрый день, меня зовут Александр. Добрый день, Заур. Мы представляем компанию Felicia Development, которая находится напротив Дворца спорта Леонидзе 4Г. Леонидзе 4. Давайте сразу обозначим локацию для людей, которые не очень хорошо понимают, где это. Значит, какое у нас расстояние от моря? От моря расстояние приблизительно 1800 метров. 1800. До моря это находится рядом с Героем аллея Героев, прямо уже напротив Дворца спорта. Дворец, Батумский дворец спорта, да? Да. Это у нас основное сооружение в районе, то есть, по нему можно ориентироваться. Дом находится практически, я сейчас полетаю еще над дроном. Скажите, пожалуйста, как называется комплекс, который мы сегодня посмотрим? Комплекс называется Фелисия. Фелисия. А что это? Апарт-комплекс, квартирный дом? Это жилой комплекс, Так. который внутри сочетает четырехуровневый паркинг. Да. В основном там у нас есть 350 метров места, парковку, 2 этажа коммерческие и с 6 этажа уже жилые этажи начинаются. Хорошо. Мы можем пройти ближе к строительной площадке? Да. То есть там уже... Давайте пройдем тогда к ней, там уже пообщаемся. То есть здесь у нас около 2 километров до моря. Это квартирный у нас, условно говоря, дом, да? Да. Ага, хорошо. Сейчас подойдем. Здесь... Так, у нас тут идут вовсю строительные работы. Давайте все-таки мы определимся. Это жилой дом, квартирный, то есть для постоянного круглогодичного проживания, да? Да. У нас есть квартиры, которые начинаются с 32 квадратов. Да. Это студия, и уже в основном у нас есть 44 квадратов до 100 квадратов. Хорошо. Они будут поставляться в черном каркасе изначально от застройщика или в белом? У нас есть возможность покупать черный каркас. Также у нас будут пакеты, которые можете добавить уже к черному каркасу. То есть каркас зеленый с ремонтом или под ключ. Вот жилой комплекс называется Фелисия. Какие-то до этого дома строила эта компания? Да, у нас были стройки в Копулете, город Копулете, и Батуми тоже. А как назывались комплексы, которые строили? Comfort Inn – это гостиничный стиль, и также жилые комплексы, которые тоже в Comfort Inn. Да, их можно будет посмотреть просто предварительно, чтобы понять историю застройщика. А здесь какая концепция у этого жилого дома? То есть что у него будет, кроме квартир в нем? В нем будет фитнес-центр, Так. в коммерческих зонах будет ресторан, кафе-ресторан с террасой закрытая, и будет коммерческий тоже, где будет, то есть магазин. Коммерческие помещения. Давайте пройдем на строительную площадку. Да. Чтобы, вот уже находясь здесь возле котлована, пожалуйста, покажите, откуда будет заезд, во-первых. Он будет отсюда же, то есть откуда мы сейчас заходим? С этой стороны. Заезд, да? Давайте пройдем туда, чтобы солнце немножко не било. Сейчас мы находимся на стадии котлована. Да. У меня вопрос, значит, когда у нас окончательные сроки завершения строительства? Само здание будет 2 блока. С этой стороны со входа будет Б-блок, а с той стороны уже внутри будет А-блок. Это уже с 6 этажа, а до 6 этажа будет одно здание, то есть объединенное. А сколько квартир будет здесь? Всего будет 600 квартир. Ага. И у нас дача через 3 года, то есть конец 26 года. Конец 26 года. Правильно ли я понимаю, что рассрочка на весь срок строительства можно ее получить? Да, на 30 месяцев. По ценам немножко позже, то есть вот здесь у нас получается первый блок, да? Да, вот здесь у нас второй блок. С той стороны Квартирный дом. Да. Скажите, пожалуйста, из какого материала будут внутренние перегородки сделаны? Это будет блок, то есть... Серый вот этот, да? Да. Керамзитный блок. Который будет 20 сантиметров между квартирами перегородки, а внутренние перегородки это 10 сантиметров. Фасад будет, такой же короед, да, получается? Нет, фасад будет у нас стеклянный, где будет витраж и балконы тоже стеклянными перилами. И часть будет алюкобонд, это который будет, фасад тоже. А есть информация по стеклопакетам, какие они будут, из чего? Может быть, образцы есть уже в офисе? Образцы пока мы не можем показать, но да, то есть это будет темного цвета металлопластмасс. Понятно. А вот здесь территория, получается, у 2 корпусов. Паркинг каким образом будет осуществляться? Где будет парковка? Можно Я вам показать уже прямо сказал, на территории. это будет -1
будет Ну, парковка. первый подземный, да, а вот на этом... И тоже второй, третий и четвертый этаж. Это тоже паркинг, 350 мест всего. Серьезно? Да. А квартир еще раз сколько? 600. То есть практически у каждой квартиры будет паркинг. Паркинг, да, у нас это один... 50% для паркинга это достаточно серьезно. Да. А сколько стоит паркомест? Паркинг $12 тысяч. 12 тысяч долларов. При полной оплате $10 тысяч. Хорошо. Так, и все это будет через 3 года. Замечательно. Свободный паркинг возле дома предполагается? Тоже будет парковка, то есть 3000 квадратных метров будет, то есть двор, Да. где будет... Это же у нас вот граница, да, получается, дома да. самого. То есть парковка, я предполагаю, что это здесь должна быть? Да, часть парковки будет тоже наружу. А сколько мест свободно для свободного паркинга планируется? Приблизительно 35-40. Приблизительно 35. Ну, здесь тесновато, поэтому все-таки, наверное, парковку лучше всего купить. Да. А 3 этажа, на них будет прям заезд, да, осуществляться? Да. Будет, Ну, сейчас мы заезд проект в на- офисе посмотрим, я поподробнее еще об этом расспрошу. Так, хорошо. А будет ли здесь какой-то вид на море? С 25 и выше этажей уже будет вид на море, но мы это, то есть, не продаем как вид на море. То есть у нас цены меняются по этажам, Да. несмотря на сторону, куда они смотрят. То есть вы можете... Понял, вы не позиционируете, в смысле, то есть цена примерно одинаковая вне зависимости от того, куда смотрят. Замечательно. А давайте пройдем тогда в офисе, немножко по технической части уже поговорим, то есть пожалуйста. по ценам, по всему остальному. Пожалуйста. Следующий. Так, по стоимости и всему остальному у нас поменялся спикер. Представьтесь, пожалуйста. Мое имя Роберт, я представитель продаж. Заур мой коллега, мы вместе работаем. Еще раз давайте попробуем о ценах, значит, поговорить. Минимальная стоимость квадрата в этом доме сейчас Минимальная стоимость $670 за квадратный метр. За квадратный метр. А самая дорогая цена за квадратный метр в этом доме сколько? $850 на данный момент. 170-850. Да. От чего зависит различие цены? От высоты, конечно же, в Батуми, да и в Грузии в целом, чем выше вы приобретаете квартиру, тем дороже придется платить за квадратный метр. Диапазон составляет минимальной цены, то есть $670 вы платите и можете выбрать квартиру от 6 до 14 этажа. От 6 до 14 Любую этажа. квартиру. Какой минимальный платеж нужно сделать при заключении договора? Минимальный платеж – это в данном случае Можно еще раз? Не, я просто услышал, мы до этого говорили, вы сказали, что у вас есть возможность без даже первоначального платежа просто всю сумму отпустить в рассрочку. Да. Продолжая вопрос с материалами, то есть каким образом прописывается то, из чего будет построен дом, ну, в смысле вот именно отделочные материалы фасада? Это прописывается в кондиции, в пункте кондиции, в каком состоянии мы уже сдаем проект нашим клиентам, которые приобретают черный каркас. А конкретно указан там фасад, коридоры, указан ресепшн, указано непосредственно состояние квартиры. То есть Отделка подъездов указана, чем будет выполняться? Просто есть какие-то указана отделка штрафы? подъездов. Как? Есть какие-то штрафы, допустим, за просрочку оплаты, то есть за... Ежедневно есть штраф, но к данному моменту мы на самом деле гуманно относимся. Мы всегда просим наших клиентов, если будет какое-то нарушение контракта с их стороны, либо запоздание, просьба, чтобы нам сообщили вовремя. Если же они вовремя нам не сообщают и проходит 1, 2, 3 месяца в общей сложности за эти 3 года на протяжении рассрочки, то контракт фактически аннулирован. Но и в том случае мы связываемся с клиентом, пытаемся решить, потому что в наши интересы входит, чтобы
те люди, которые приобрели у нас квартиры, чтобы довели рассрочку до конца. А если все-таки контракт обнуляется с их стороны, то со стоимости квартиры 20% компания может себе оставить. За мою практику в этой компании я еще такого не наблюдал, но, как я сказал, это индивидуальный момент, смотря на сколько месяцев квартира будет задержана. Да? По каждому кейсу видно, насколько добросовестно к компании относится покупатель, и также компания будет к нему относиться. То есть о возврате суммы идет речь. Будет возврат полный, либо половина, либо какая-то часть. 80% от уплаченного, да, это 80%, вернее, от стоимости квартиры будет возвращено в случае невозможности рассрочки и расторжения договора. Правильно я понял? Да, официально это так. Но и те 20% от стоимости квартиры – это не маленькая сумма. Мы не хотим это, отнимать у людей. Это, считаем, что неправильно. Но если квартира задержана более чем на год и есть неуплата, допустим, 3 месяца, нам никто об этом не сообщил, и мы заметили, что есть неуплата, мы связываемся с клиентом и получаем ответ, что я забыл, не знал и тому подобное, то я думаю, такое отношение будет тоже радикальное, и это будет справедливо. Я понял. А тогда еще вопрос, есть ли какие-то штрафные санкции для компании в договоре за просрочку? Указано, что продавец, если обязуется сдать именно в той кондиции здание, которое прописано В договоре? в договоре. Нет, я говорю про сроки сейчас именно. То есть, если вообще были ли по опыту, была ли просрочка? А если все-таки будет нарушен срок, то и имеется в виду возместить ущерб именно в том плане, что если, допустим, фасада не будет перегородок в квартире, это он должен добавить. Если все-таки не будет сдачи вообще и проект остановлен, то возврат суммы полностью. Нет, а если, допустим, проект планируется сдать через 37 месяцев, да, а по факту сдастся он через 50? А через 50 этот проект считается остановленным и... То есть на просрочку есть какие-то штрафы в договоре? Ежедневного нет. Ежедневного нет. А вообще, планируется он? То есть, уравновешивать. То есть, если клиентам просрочка, то он же, получается, с одной стороны, тоже платит? То есть, он какой-то пеняжа, наверное, есть какая-то? Юридически это так, но штраф у нас еще никто не платил. Понятно. Контракт либо обнуляется, и мы не сотрудничаем, либо в наши интересы не входит. Поскольку мы не банк, мы частная фирма строительная, и мы хотим строить, и чтобы наши покупатели просто радовались приобретенным квартирам. А вот еще вопрос, кстати, про банки. Вы сотрудничаете с кем-то из банков на предмет ипотеки? На данный момент нет. Предложение есть в процессе. Мы можем начать сотрудничество, а так личными средствами строим. У нас есть очень хорошие партнеры, строители, которые фактически не ждут вознаграждения в течение года. Они сами строят своими финансами. Нет, я имею в виду, что в ипотеку вашу квартиру можно теоретически купить? В ипотеку нашу квартиру на данный момент нельзя купить, поскольку здания пока еще нет. Для того, чтобы сделать ипотеку в Грузии, как минимум должно быть здание завершенное, и лифты должны стоять. Насколько я знаю от частных лиц. Ипотеку предлагают и на тех объектах, где еще не построено даже каркас. Это в том случае, если есть сотрудничество официально с банком, если банк финансирует проект. В этом случае, да, скорее всего. Возможно, с этим связано. Понятно. Может быть, есть какая-то еще информация, о которой я не спросил, и вы хотели бы дополнить ее? Да, конечно. Ввиду того, что у нас есть возможность на данный момент приобретать квартиру без первоначального взноса, я считаю, это самой главной гарантией, и объясню почему. То есть нам задают вопросы, какие у меня гарантии, что проект сдастся. Когда мы наблюдаем, что много проектов в Батуми приостановлено или остановлено вообще и не строится, почему я должен доверять вам, когда вы еще ничего не построили на данном месте?
Да, это совершенно разумный вопрос, и прямого ответа, к сожалению, на этот вопрос нет. Нет никаких гарантий, никто не может гарантировать на данный момент, что стройка завершится вовремя и завершится ли она вообще. Гарантия – это только правильный расчет, по моему мнению и по моему опыту. Что я имею в виду? Если первоначальный взнос не требует компания, это хорошо. То есть она уверена, что она может начать строительство, и сама компания, она своими средствами строить. Второй момент именно условия рассрочки. Поскольку мы много думали над рассрочкой и мы переносим 40% на последний месяц, это означает, что эта дата совпадает с датой окончания, декабрь 2026 года. Также этот декабрь 2026 года указан и последним числом оплаты в рассрочке. То есть, что я хочу сказать. Если вы приобретаете, допустим, 44 квадрата, допустим, 495, $500. $500 в месяц начинается оплата. За 6 месяцев у нас есть план построить 4 этажа. 4 этажа. За 6 месяцев наши покупатели фактически платят $3000, вносят в наш проект. За $3000 есть возможность проверить компанию и вообще иметь представление о ней, какой темп там. Может быть, за 6 месяцев, как мы говорим, не 4 этажа будет построено, а 3. И если 3 построено, да, темп может быть немного ниже, чем было обещано, но это все-таки может устраивать клиентов, и они продолжат как бы оплачивать. То есть есть большой смысл в том, какой суммой мы рискуем, когда вносим инвестицию в строительную компанию. Да, если через 6 месяцев, допустим, построен один этаж, и меня, допустим, как покупатель, да, это не устраивает, я могу потребовать деньги обратно? Конечно, вы можете потребовать, но по данному договору это считается расторжением контракта с вашей стороны, и это индивидуальный вопрос. Если строительство остановлено, то, я думаю, нужно вести переговоры с компанией, к чему мы адекватно относимся. То есть мы не собираемся останавливать, мы собираемся завершать проект. И я думаю, потребовать деньги назад в данном случае это адекватно. И никто не будет уклоняться от этой ответственности в нашем случае. Но в любом случае, если риск за $3000, $3000 и $30000, они отличаются, я думаю. Ну да. Первоначальный взнос. Согласен. Таким образом, значит, у нас есть квартиры от $23 000 на стадии котлована, которые будут построены через 3 года, 37 месяцев, да? Всю эту сумму можно взять в рассрочку, плюс остаток суммы 40% основной платеж сделать на этапе сдачи уже, то есть, в последний месяц. Правильно я понимаю, да? Да. Вот, то есть первоначальный взнос не обязателен. Приветствуется, наверное. А будут какие-то скидки, если человек покупает за полную стоимость? Конечно, у нас максимальная скидка $70. То есть минимальную цену можно назвать от 6 до 14 этажа $600 за единую оплату. Это при единовременной оплате. Да. Замечательно, вот уже стало хорошо. Так, хорошо. Что-то от себя, может быть, хотите добавить? Если я что-то не спросил, возможно, я что-то не уточнил. Думаю, мы поговорили обо всем. Единственное, хочется сказать, чтобы... Даже не знаю, лишнего не хочу говорить. Хочется... Если нечего скрывать, говорить. Хочется всячески порекомендовать локацию. И более хорошо, я хотел бы вас поблагодарить за то, что вы делаете обзор вообще проектов жизни в Грузии, поскольку этот обзор очень важен. Многие люди с подозрением смотрят, некоторые с преувеличением на этот город, на наш, может быть, на страну в целом. А что касается, что бы я хотел добавить, я бы хотел сказать о локации. Локация в Батуми почему-то все хотят жить именно у моря. Но не почему-то, это очень разумно, приветствуется. Но мы должны учитывать, что здесь есть и местные жители, люди, которые живут именно в Батуми, любят этот город. И у них здесь существует определенный стандарт зарплат. И
к сожалению, не все могут приобрести. По $3000 за квадрат. Да, вот именно это я хочу сказать. И этот город нуждается просто в обычных домах, жилых домах, газифицированных домах. Пускай они будут за 2 километра, как у нас, от моря. Да, и просто это не такое плохое место, раз уж оно находится за 2 километра от моря. Это от Дома юстиции можно ехать 2 километра прямо, доезжаете до стадиона регби, напротив нас стадион Дворец спорта, извиняюсь. Еще один стадион профессиональный, футбольный рядом. Это все напротив нас. И во дворе еще один футбольный стадион. То есть атмосфера довольно-таки спортивная. Вчера мы приходили, у нас были гости, мы ознакомивались со Дворцом спорта, мы зашли вовнутрь. Мы зашли, что там интересного? Там проходят международные турниры. Там есть возрастные такие круги разные, профессиональные только. Это настольный теннис, это борьба, это бокс, это волейбол. И здесь планируется много турниров проводить. То есть, если здесь будут жить люди, кто-то не на время будет, для постоянных жителей. Для постоянных жителей, спасибо, да. То есть возможность ходить на разные круги, либо водить детей. Ясно. Замечательно. Спасибо огромное за информацию. Спасибо вам. До встречи на море. До встречи на море.